Так, все, пошла запись. Всем привет! У нас уже сегодня девятый день интенсива. Мы с вами вяжем худи, регланом погон. Вчера мы с вами сделали расчеты на карман кенгуру. Начали его вязать, и сегодня мы с вами этот карман кенгуру закончим, я надеюсь. Надеюсь, будет все понятно. Даже если вдруг что-то будет непонятно, то я вам объясню кое-какой способ, который облегчит вам работу. Потому что сейчас мы с вами будем вязать этот карманчик полностью без швов, то есть полностью соединять будем с основной частью изделия, чтобы потом ничего нам не пришлось сшивать. Такая яркая сегодня, спасибо, Аня. Вот, я перед интенсивом, перед этим прямым эфиром довязала свой карман, связала спинку и вперед по кругу. И, в общем, нам осталось немножко завершить это все дело. Я вчера с вами начала вязать карман зеленым цветом, но посмотрела, думала, крутила, вертела и, в общем, решила зеленый цвет, может быть, куда-то в рукава немножечко пустить, может, какую-то полосочку. А карман все-таки зеленый мне не смотрелся, поэтому я перевязала его на более светлый цвет. Вот что сейчас у меня на спицах. Смотрите, какая хорошенькая, да, получилась худи. Смотрите, я связала спинку и вперед, вот вниз. Один ряд до резинки я не довязала. Мне здесь еще осталось один рядок, и дальше уже идет резинка вниз. Вот, и связала я свой карман. Вот так он у меня получился, просто болтается. Как вязать карман я вчера рассказывала, как его начинать показывала. Вот. Довязала я первый этап кармана, и теперь у меня остались убавки. То есть мне нужно теперь провязать карман, соединив его с основным изделием. Я здесь уже сделала себе разметку заранее, чтобы вас там не мучить расчетами этими количеством петель. Просто сейчас расскажу, как эту разметку я делала и для чего она нужна. Я еще нарисовала вам все для вас, девочки. Нарисовала еще отдельно вот такой карман. Тоже расскажу, что нам нужно будет делать. Так, классно выглядишь сегодня, Саша. Спасибо, девочки, большое. Фух, нет резкости? Не, у меня резкость есть, все нормально. Может быть, у вас что-то с интернетом, поэтому качество может быть немножко другое. Резкость у меня ухудшается, когда я меняю камеру, а вот так нормально. Ну вот, это на сегодня... Ой, подождите, девочки. Это на сегодня наши с вами задачи. После того, если у меня... После этого, если у меня останется время тут, потому что, в принципе, совсем чуть-чуть, но надо сосредоточенно это все провязать и показать. После этого, если у нас останется время, я еще вам хочу рассказать о всех сложностях, с которыми столкнулись участницы интенсива вот до этого прямого эфира. То есть есть такие моменты в ваших расчетах, когда я смотрю, вот прям регулярно одна и та же ошибка. И вот эти ошибки мне бы хотелось еще сегодня рассказать, если останется время. Шикарно выглядишь. Спасибо, девочки. Это просто, видимо, цвет помады мне подходит, поэтому так кажется. Спасибо вам. Ну вот, все, давайте тогда начнем. Переверну камеру, и останется время, тогда уже расскажем, обсудим ошибки ваши. Если у вас будут вопросы, пишите. Я сейчас пока буду вам объяснять. После того, как объясню эту тему, уже буду дальше читать ваши вопросы, отвечать, и будем общаться уже дальше. Все, переворачиваю. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Начинаем. Так, все, перевернула камеру. Вот у меня кармашек, он тут у меня так переворачивается сам, потому что ему так удобнее такое положение занимать. Вот так он выглядит. Так, сейчас я подниму камеру. Ой, она у меня так стоит. Вот так, наверное, сделаю. Приветик, девочки, кто заходит, всем привет. Так, поднимаю. Вот так, да? Нормально будет. Ну вот, это мои клубочки, я тут себе их положила, чтобы они у меня не вертелись в разные стороны. Так, сейчас здесь поправлю. Вот так. Нет, немножко надо еще убрать. Вот так уберу. Так, чтобы у меня этот клубочек хорошо тянулся. Вот так, вот, вроде все нормально. И вот этот шнур тоже я уберу.
Сейчас, девочки, поменяю это дело местами, чтобы мне ничего не мешало. Вот, вроде все нормально. Ну вот, смотрите, что мы имеем. Вот так выглядит мой карман с изнанки. Ага, еще поверну чуть-чуть вас. Вот так выглядит карман с изнанки. Вот эту ниточку советую прям вот сейчас спрятать, чтобы потом уже не подлазить под изнаночную сторону. Ну, давайте сразу ее спрячем. Я тут ее подтягиваем. Здесь у меня какая-то, видите, штучечка. Как начало пряжи, как будто пряжа где-то, не знаю, куда-то попала. В какой-то клей или что это такое, я не знаю. Видите? Ну ладно, сейчас попробую спрятать, потом отрежу. Вот я просто закрепляю ниточку эту. Тут, в принципе, ничего такого нет сложного. Закрепляю ниточку. Так, делаю узелок, подтягиваю. И теперь вот в эти вот бежевые петельки я могу, вот это вот мешает мне штука, я могу просто эту ниточку вот так спрятать. Сейчас это сделать легче, пока мы карман не привязали к основному полотну. Вот я это все вот так протягиваю. Можно прям протянуть до конца, чтобы подлиннее ниточку оставить. Оно после ВТО хорошенько сваляется и уже будет все в порядке. Сейчас до конца протяну. Вот, отлично. И подтяну еще вот тут. Вот так. Вот, все, готово, спрятали. Отлично. Теперь что мы делаем дальше? Нам нужно сделать вот такую вот разметку. Я использую тут рукодельные свои маркеры, которые я сама делала. Вот эти вот с бусинками. Это, ну, понятное дело, покупные. Для того, чтобы сделать такую разметку, нам сначала нужно найти конкретно наш перёд. Здесь ищем в подрезах. Половина подрезов у нас наперёд, половина на спинку. Вот ищем, значит, центр наш в подрезах. И линию вниз протягиваем. И, ну, здесь ставим какие-то метки конкретно, где у нас начинается перёд. Затем мы должны посчитать вот эту вот самую широкую нашу часть. Вот это у нас часть самая широкая. Здесь у меня 24 петельки. Мы должны отсчитать и поставить маркеры. Вот тут у меня посередине ровно 24 петельки. Эти 24 петельки мне нужно потом убавить до 18. Вот, то есть я 3 петельки уберу здесь, 3 петельки уберу здесь. Это в кармане в моем. 3 петельки здесь, 3 петельки здесь. Правильно, да, 18. То есть я поставила сначала отметки как самые широкие места моего кармана. И также вверх мне нужно, если смотреть вверх, мне нужно провязать 6 рядочков. Если это все дело перевернуть, я же буду вязать вот так, да, сверху вниз. То есть мне осталось провязать 6 рядочков. Поэтому от нижней части я отсчитала 6 петелек и тоже поставила маркеры. Вот они, готово. Сейчас я покажу это все на рисунке. И теперь для того, чтобы мне сделать убавки, я буду делать убавки в каждом втором ряду здесь, в моем кармане. Значит, через ряд у меня будут убавки. 6 всего рядов. Через ряд буду делать убавки. 3 петельки с одной, 3 с другой стороны. И вот этот маркер я поставила. Это тот ряд, с которого мы сейчас будем начинать. Я отметила вот как раз петельку. 6 петелек отсчитала, поставила маркер. Это у меня петелька относится к кромочной. У меня здесь 24 петли. Вот здесь от маркера до маркера 24 петли. Маркером я отметила кромочные. Вот как раз эта моя петелька будет относиться к кромочной. Затем я поставила рядышком маркер возле следующей петельки. Это означает, что следующую петельку я буду провязывать вместе эту петлю на этом полотне и вот эту петельку на этом полотне на кармане я провяжу 2 вместе, для того, чтобы соединить наш карман с основным полотном. Дальше я провязываю ряд просто назад, без всяких убавок. У меня следующие, вот тут вот, если внимательно посмотреть, я отметила одну петельку. Дальше следующую петельку я пропустила. Это ряд у меня провязывается просто назад. В следующем ряду мне снова нужно убавить. То есть я делаю смещение на одну петельку и вот поставила маркер, сместившись на одну петельку. Значит, здесь я буду провязывать вместе полотно кармана с основным полотном. Следующий ряд, петельку вверх мы пропускаем. Я провяжу просто.
назад без всяких убавок и без соединения. И снова спускаюсь на одну петельку вовнутрь кармана. Вот поставила маркер, значит, эту я провяжу 2 вместе, со своей, петлей в кармане. То же самое я сделала с обратной стороны в зеркальном отражении. Это делается для того, чтобы, ну, сразу вязать и не переживать за то, что с чем вязать. Вы можете запутаться в процессе вязания, поэтому лучше сразу сделать вот такую разметку. Ну, я думаю, что это понятно здесь на полотне. Если вы не хотите соединять ваш карман с основным полотном, то вы можете просто карман сейчас довязать с убавками отдельно, вперед спинку отдельно вы провязали, потом просто эти места сшить. Просто взять ниточку с иглой и сшить. Это будет то же самое. Но я решила себе задачу сделать более интересной и сразу же решила привязать этот карман к основному полотну. Если мы посмотрим на вот эту схемку, да, вот я тоже перевернула, эта схемка равна карману. Мы с вами связали вот эту часть, вот отсюда сюда. Вот этими коричневыми клеточками я отметила кромочные мои петельки. И дальше, смотрите, я провязывала 2 петли. Вот у меня тут, например, хорошо видно. Кромочная, 2 петельки я провязала, и вот потом была моя добавленная петля. Я так добавила 3 раза, вот у меня 3 плюсика стоит, расширив на 3 петельки с этой стороны карман и на 3 с этой. То есть у меня тут было 18, здесь у меня 24 теперь петельки на спицах. Дошли мы вот до этого момента. Нам осталось провязать 6 рядов. Это все по моим расчетам, которые мы с вами делали вчера. 6 рядов мне осталось провязать. Да, вот. И теперь мне нужно в каждом втором ряду сделать убавку, провязать 2 вместе. Снова кромочные я себе обозначила коричневым цветом. Дальше вот эти зелененькие точечки — это моя разметка. Это вот эти маркеры, которые я поставила сразу после кромочной. Через ряд они у меня стоят со смещением на одну петельку вовнутрь кармана, в каждом втором ряду. Дальше я вот эти штучки я буду провязывать вместе основное полотно с петельками кармана. И с этой стороны то же самое. А вот эти вот такие вот загогулинки синие — это как раз таки те места, которые я буду провязывать 2 вместе. То есть я буду вязать кромочную, следующую петельку провязываю 2 вместе с карманом и основным полотном, потом провяжу еще одну лицевую для удобства и дальше буду провязывать 2 вместе, чтобы убавить на одну петлю наш карман. И с этой стороны, и с этой я делаю то же самое. Вот один ряд связала, потом перевернула вязание свой карман, просто провяжу изнаночными петельками и дальше то же самое. Кромочная, одну петлю провяжу вместе с основным полотном, одну лицевую, 2 вместе и с этой стороны то же самое. Переверну вязание, провяжу изнаночный ряд, потом еще раз то же самое, вместе с основным полотном, лицевая, 2 вместе, с этой стороны в зеркальном отражении то же самое. И вот этот вот последний рядок я уже буду провязывать 2 вместе с основным полотном, все петельки для того, чтобы петли кармана вообще полностью убавить. Мы здесь сделали добавку, добавляли эти петли. Здесь нам нужно эти петли убавить, чтобы провязать дальше свою резинку. Вот, это понятно немножко? Если хочется, чтобы по краям не заворачивалось, то как вязать края? Со снятыми петлями как-то. Вот эти края, если хотите, чтобы вовнутрь кармана не заворачивались, мне кажется, тут надо не лицевыми провязывать, а какими-то, например, ну, платочной вязкой, либо чередовать как-то, какой-то узорчик пустить, может рис, тогда, возможно, закручиваться не будет. Я в своем худи здесь резинку провязывала, чтобы еще и как-то, ну, покрасивше было. Саша, вы покажете потом, как обвязать бока кармана айкордом. Айкорд я уже показывала в другом интенсиве, просто скину видео. Здесь покажу резиночку. Вот. Ну, вот так выглядит мой карман. Вот тут видно как раз 3 прибавки с этой стороны, 3, вот 1, 2, 3, 3 прибавки с этой. Все, давайте вязать. Немножко понятно с этой схемой? Напишите что-нибудь. Я так протараторила. И здесь давайте в этой схеме я сразу буду делать какие-то пометки себе, чтобы не сбиться с пути.
Вот. Вот так для начала эту разметку я сделала перед прямым эфиром. Это мои ряды, которые я тоже можно вязать по клеточкам, которые я тоже себе разметила. Вот как раз я провязала все прибавки, остановилась вот здесь, жирным себе отметила, и дальше у меня будут через ряд убавки. 6 рядов мне нужно провязать, потом у меня будет резинка. Так, понятно, понятно, все, отлично. Ну, давайте вязать. Я это положу как-то, чтобы оно было при мне, чтобы отмечать эти рядочки. Возьму карандаш, чтобы тоже эти рядочки отмечать. Так, секунду. Можно сразу лицевыми, чтобы не закручивался карман. Ну, платочной вязкой можно, да, конечно. Все понятно. Хорошо. Ну, давайте начнем. Когда я вязала свое худи, это такое достаточно муторное занятие, вот эту штучку вязать, но в то же время это интересно, и мне кажется, это что-то новенькое. Я решила себе не просто сшить, а как бы задачу сделать более интересной. Вот эти, кстати, маркеры мы, в принципе, можем уже убрать, потому что разметку мы сделали конкретно, где у нас будут убавки, чтобы они нам не болтались. Вот, кромочную я свою сняла. Сейчас я ее только правильно сниму. Дальше мне нужно, и здесь я отмечу, что я вяжу вот этот ряд. Вот этот ряд. Здесь я вяжу теперь лицевую вместе с вот этой петелькой, в которой у меня стоит маркер. Я могу этот маркер уже снять, чтобы он мне тоже не мешал, но это мои такие самодельные маркеры, поэтому строго не судите. Главное не потерять сейчас эту петельку. Я сразу ее посажу на спицу. Вот эта петля. Смотрите, как я ее нахожу. Вот она моя петля, такой галочкой. Я в центр просто запрыгиваю спицей и подхватываю внутри протяжку, которая находится у меня в петле. И здесь могу, так, ниточку только мне нужно наружу. И здесь могу сразу ее на спицу посадить. Вот получается у меня одна петля кармана, и одну я взяла от основного полотна. Провязываю это все дело 2 вместе, для того, чтобы соединить карман с основным полотном. Готово. Дальше мне нужно провязать одну лицевую. Вот это я кромочную сняла, 2 вместе провязала, лицевую, и дальше вяжу 2 вместе для того, чтобы уменьшить мой карман. Здесь я буду вязать 2 вместе с наклоном влево, а с той стороны с наклоном вправо, чтобы как бы наклоны смотрели к центру кармана. Чтобы связать 2 вместе с наклоном влево, мне нужно эти петельки поменять, как бы немножко их развернуть, чтобы захватить их за заднюю стенку, как при вязании бабушкиным способом, провязываю 2 вместе, чтобы они у меня не были скрещенными. Связала 2 вместе и вяжу теперь дальше до конца моего кармана. Там то же самое проделаю с другой стороны. Так, у меня тут уже ниточка запуталась. Проблема в том, что когда вяжете спицами с леской, то можно вокруг этой лески запутать нитку сейчас. Ну, надо, в общем, за этим следить. Так, что мы тут, на чем мы тут должны остановиться? Давайте внимательно посмотрим, что здесь. Так, помучаюсь я с плюшевой пряжей. Можно этого не делать, я уже говорила, можно просто сшить, и все, и не заморачиваться. Что мы с этой стороны делаем? Вот наша кромочная. Эту петельку мы провяжем 2 вместе с основным полотном. Дальше у меня просто лицевая, и 2 вместе вот эти я свяжу одной лицевой. То есть еще тут не одну петельку надо провязать. Вот эти 2 вместе провязываю лицевой, теперь уже с наклоном вправо. Тут уже мне менять ничего не надо, скрещенная петелька у меня не получится. Вот связала 2 вместе, дальше провязываю просто лицевую. И теперь мне нужно захватить, вот эти маркеры тоже уберу, они уже не нужны. Теперь мне нужно захватить вот эту петельку. Маркер я тут тоже сниму, чтобы он мне не мешал. Хотя, в принципе, можно и с маркером. Захватываю я серединку сразу этой петли, пока я ее не потеряла. Ниточку, вот видите, у меня ниточка внутри находится. Ниточку мне нужно снаружи расположить, чтобы связать. И размещаю эту петельку на спицу. Подхватываю, размещаю на спице, провязываю 2 вместе. Мою петельку кармана и петлю основного полотна. 2 вместе провязала.
теперь у меня кромочная, я ее тут в конце провязываю. Вы кромочной вяжите, как вы привыкли. Все, у меня карман уже соединился с основным полотном. Уже как бы тут достаточно сложно вязать, но ничего. Разворачиваем вязание. Я тут отмечу следующий рядок. Вот этот давайте я связала так. Тут у меня дальше вот этот рядок будет, стрелочку поставлю. Просто вяжу изнаночные петли. Если у вас так получилось, что у вас и в изнаночной петле нужно убавлять петельки, и вместе с вот этой захватывать петельку основного полотна и кармана, тогда вы делаете все то же самое. Тоже подхватываете эту петлю, на спицу надеваете и провязываете ее изнаночной. Если для вас это слишком сложно, тогда делайте, как я, через ряд. То есть соединяйте основное полотно с петлями кармана только в лицевых рядах, а в изнаночных рядах провязывайте 2 вместе, как у вас там идет по расчетам. То есть не имеет значения, вместе вы это сделали все или в разных каких-то рядах. У вас могут быть тут 2 вместе в каждом ряду, например, вы и здесь 2 вместе, и здесь провяжете, а захватывать петельки будете только в лицевых рядах. Ну, то есть как бы это не зависит. Дальше я сняла свою кромочную и теперь вяжу все изнаночные петельки, не захватывая их с моим карманом. Особенно если вы вяжете плотненько, особенно если у вас тоненькие ниточки, то достаточно будет того, если вы захватите только в лицевых рядах. Немножко неудобно тут вязать, но ничего, справитесь. Так. Стараюсь вязать плотненько, опять-таки, чтобы были у меня ровные лицевые. Саша, ты цвет кармана меняла во втором ряду кармана сразу после набора? Да, вроде да. Я уже не помню, честно говоря. Это как-то, по-моему, не принципиально. Вроде да. Так, кромочную тут я тоже лицевой провязываю. Переворачиваю вязание. Дальше мне нужно теперь следующий мой вот этот вот связать ряд. То есть я снова буду делать убавки. Эти все уберу маркеры. Давайте еще раз. Смотрите, петельку я снимаю свою эту кромочную. Здесь вы снимаете, провязываете кромочной, как вы привыкли. Не смотрите на меня, потому что многие спрашивают, почему я лицевой провязываю. Вот смотрите, у меня тут уже маркер стоит, значит, я его сейчас сниму, и эту петельку мне нужно будет на спицу надеть. Главное ее не потерять. Вот сразу я ее подхвачу. Вот, маркер убрала, петлю подхватила, одеваю ее на спицу. Вот, у меня одна петля кармана и одна петля с основного полотна. Провязываю их 2 вместе. Здесь плотненько провязывайте, так, чтобы хорошо все смотрелось. Провязали. Дальше у меня просто лицевая. Потом я снова вяжу 2 вместе. Здесь немножко разворачиваю петли, чтобы у меня не было скрещенных. Провязываю 2 вместе, как при вязании бабушкиным способом. Дальше вяжу лицевые петельки кармана и в конце проделаю то же самое. Тоже немножко неудобно вязать, но ничего. Справитесь, да, девочки? Так, пока до кармана мне далеко, вроде все понятно, хорошо. Так, останавливаюсь где-то я ближе к краю, я сразу тут не считаю. Еще раз, моя кромочная, эту провяжу 2 вместе с основным полотном, лицевая и 2 вместе. Вот как я хорошо остановилась. Сразу можно провязывать 2 вместе, просто лицевая. Теперь эту петельку я должна провязать вместе с петлей основного полотна. Где там моя разметка? Вот моя разметка, я убираю свой маркер самодельный, над которым можно не смеяться. Мне неудобно, девочки. У меня вот таких маркеров нет, которые можно захватить, можно которыми там, не знаю, в любом месте посередине полотна их разместить. Я вот себе сделала такие самодельные. Так, не теряем эту петельку, сразу подхватываю спицей. Надеваю ее на спицу, провязываю 2 вместе. Хорошо, что у меня карман другого цвета, вам тут зато теперь видно. 2 вместе провязала и кромочную провязываю. Готово. Вот у меня уже кармашек, во-первых, он начал
Давайте я вот так сделаю. Во-первых, он начал у меня сужаться. Во-вторых, он у меня уже, видите, с этой стороны хорошо закреплен к основному полотну. Если вот эти петельки вас тревожат с этой стороны, они могут быть немножко кривоватыми. Вы иголочкой, сейчас я возьму иголочку, вы иголочкой просто их подправьте. Ой, нитка мне пока не нужна. Иголочкой подправьте, подтяните их, разместите так, чтобы они смотрели в одинаковую сторону. Вот уже более-менее вид получше. Готово. Вот эту тоже, кстати, можно немножечко, она как-то у меня слишком такая получилась объемная. Я ее тоже могу сзади подтянуть. И вот эту тоже. Так, чик-чик. Вот, видите, уже получше вроде бы. Так, читаю. Мне кажется, шить по плюшевой еще труднее. Я уже делаю, как вы, это интересно. Если вы сразу сделаете такую разметку, как я, то все будет легко. Так, дальше мой следующий ряд. Вот я отмечаю себе, тут у меня моточек падает. Отметила себе, у меня изнаночный ряд, просто вяжу изнаночными петлями его. Кромочную снимаю, тоже как я привыкла ее снимать. И вяжу все изнаночные. Тут еще сложнее вязать, потому что уже основное полотно прям сильно прилипает к карману, но ничего, вяжем. Так, я вчера карман только не планировала, как только не планировала, целый час конструировала, не знаю, что из этого выйдет. Сложно, когда еще не имел такого кармана, понять, какая лучше длина, ширина и так далее. Это да, но вот видите, не могу я вас ограничивать и говорить вам, что вот только такой карман. Все-таки карман это такая декоративная часть, и мне кажется, такое оно может быть у каждого свое. И по размеру, и по форме. Вот девочки многие, те карманы, которые я проверяла, домашние задания, расчеты, многие девочки не делали вот этого сужения, то есть у них просто прямо вверх. Тогда еще проще, вы вот эти вот разметку вы не со смещением в центр делаете, а просто ставите разметку через там какое-то количество рядов, сколько у вас там по расчетам, и все в порядке. Мой последний ряд с убавками, вот ставлю стрелочку, буду проделывать то же самое. Пока до кармана так, мне далеко, вроде все понятно. После погона ничего не страшно. Ой, ну, девочки, неужели погон такой страшный? После погона можно ехать в дикие места Африки одной спокойно. Я своим способом провязываю 2, мы с этой стороны ровнейшие, все, и второй способ знаю еще. Ну, девочки, 2 вместе вы можете провязывать как угодно. Это уже не имеет, никакого отношения к самой технике вот этого соединения. Тоже кому как нравится, можно там через как-то протяжку, то есть протягивая одну петлю в другую. Я делаю по-своему. Так, кромочную мы сняли. Я ниточку сразу сюда размещаю. Теперь мне нужно эту связать 2 вместе с вот этой. Здесь маркер я тоже уберу. Главное петлю эту не потерять. Так, вот сразу эту петлю захватываю, размещаю ее на спицу, разместила, теперь провязываю 2 вместе. Здесь мы провязываем в одну сторону 2 вместе, так, чтобы мои вот эти петли кармана были все время сверху. Провязываю одну лицевую, теперь здесь я провязываю 2 вместе, так, и дальше вяжу свой карман. Карман мне дал идеи, простор для фантазии, оторвусь по полной потом. Ну вот, видите, можно какие угодно карманы вывязывать, какой угодно формы. Так, остановилась где-то примерно, у меня кромочная, эту я провяжу 2 вместе с основным полотном, это у меня просто лицевая, снова в хорошем месте остановилась. Провязываю 2 вместе лицевой, провязываю одну петельку, и эту мне нужно провязать вместе с основным полотном. Вот последняя моя разметка. Я ниточку вот так вот, эту маркер свой ниточный убираю. Главное не потерять петлю. Вот она у меня. Здесь я снова ниточку наверх. Так, поместила на спицу. Провязываю 2 вместе. Кромочную провязываю.
Готово. Переворачиваю мой последний ряд, я его просто вяжу изнаночными петельками, отметила, и все. Потом мы будем это все дело соединять. Приветик, кто только что присоединился. Так, вот провязываю изнаночными. И здесь у меня уже на спицах должно быть 18 петелек. Надеюсь, все верно. Так, ну все, я все связала. Карман у меня соединен. Давайте я его так размещу. Как-то так мне надо это все сделать, потому что у меня тут леска маленькая на спинке и напереди, и немножко сужение к низу происходит. Ну вот, что у меня получилось. Вот такой кармашек. Тоже, да, он какой-то маленький, кажется, но мы тут еще тоже обвязку сделаем. Вот у меня дырочка, куда можно ручки просовывать. А вот эти части у меня соединены с основным полотном. Вот с этой стороны и с этой стороны. То есть нам пришивать ничего не надо, у нас уже все готово для того, чтобы просто носить. Вот так у меня это получилось. И теперь я еще хочу тут немножечко петельки вот эти вот подправить, которые я провязывала 2 вместе, чтобы они у меня поровнее лежали. Вот так. Вот, видите, подправила, уже ровная косичка. С этой стороны ровно получается. Ну вот, если посмотреть сверху, то получилось вот так. Вроде неплохо. Так, блин, легче кармана, наверное, ничего нет. Рукава, тушку не считаю сюда. Я так увлеклась вязанием, что забыла про эфир. Это хорошо. Ну что, понятно с этим? Что мы делаем дальше, девочки? Саша, вы планируете рассказать, как вязать застежку спереди для детского худи? Нет, это не планирую, потому что в плане у нас такого не было. И застежка это вот прям отдельная такая тема, а тут я ее не вязала, как видите. Сижу, вяжу полотно лицевыми, Саша говорит, провязываю изнаночными. Я давай шуровать изнаночными. Так, связала я карман, что мы делаем дальше? Тут, к сожалению, мне нужно ниточку эту отрезать, потому что мне она уже не нужна. Но я все-таки пока отрезать не буду, мало ли, вдруг я что-то там где-то еще захочу переделать. Лучше отрежу после того, как я убежусь, что все в порядке. Саша, какая длина изделия будет этого худи? Ой, девочки, честно, я не знаю, потому что расчетов рядом нет. Я знаю вот только количество рядов, которые мне нужно связать до кармана, карман и резинку сейчас буду вязать. Ну, это такое у меня чисто тестовое изделие для нашего интенсива. Постаралась так немножко красивые полоски пустить. Давайте я вам после эфира возьму расчеты и скажу, посмотрю, сколько у меня там в сантиметрах. Потому что не помню, только в рядах помню. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно вернуться к вязанию спинки и переда. Вот спинка и вперед у меня, это моя ниточка, я тут закончила вязать, просто все соединила в круг. Теперь это у меня начало ряда, теперь мне нужно провязать петли спинки, дальше дойти до кармана и вот эти все петельки провязать вместе. Одну петлю кармана и одну петлю моего переда. Провязать 2 вместе. И дальше уже вязать резинку по кругу. Сейчас этот ряд я закончу еще лицевыми, а дальше уже буду вязать резинкой. И тут мне снова нужно будет ну, разобраться, где мне надо начинать провязывать 2 вместе. Как разобраться? Вот смотрите, тут у меня такое есть натяжение небольшое. Это натяжение относится к вот этой петле. Это значит, что эту петельку мы как раз провязывали вместе со второй петлей кармана. Вот эта петля относится к этой, и кромочная у меня болтается. Значит, вот эту я буду провязывать 2 вместе с кромочной, а дальше эту и до конца. Начнем. Так, мне тут нужно найти начало, по ниточке я сужу, сейчас я, вот, да, начало, сейчас я тут спицы свои, так, спицы свои возьму, держу эти кончики, чтобы они у меня не потерялись. Так, надела я спицы и продолжаю вязать. Маркер обязательно на начало ряда одену. Ну, давайте будет вот такой розовенький.
Вяжу. Мне сейчас надо провязать мою спинку. У меня начало ряда чуть-чуть сместилось за счет того, что я провязывала петельки другим цветом и в начале ряда там снимала первую петлю, чтобы не было ступеньки при вязании по кругу. Вот, поэтому начало ряда немножечко сместилось, но в целом оно осталось примерно там же. То есть я все равно вот сейчас петли спинки провязываю, и сейчас дойдем до того места. Ну что, понятно, как с рукавом? Ну, капец, вы уже худи довязываете, я только сегодня начну. Я вчера говорила, девочки, что желательно начать вязать, и вы точно все успеете. Ну, мы заканчиваем, потому что я не могу отставать от эфиров, я не могу вам, ну, говорить, что, простите, я не связала, потому что, не знаю, у меня там были дела. Мне кровь из носа надо связать до эфира, чтобы вам это все показать. Вот. А девочки, многие только начинают вязать. Еще есть девочки, которые мне расчеты скидывают. Поэтому ничего страшного нет, все еще успеете. Так. Саша, расчеты не отсылала, но от подмышек до кармана 6 рядов получилось. Карман брала по твоим расчетам. Ориентироваться не на что. Мне кажется, 6 рядов мало. Думаю, длину изделия с 55 до 60 увеличу. Хорошо, у нас как раз очень удобное вязание за счет того, что длину изделия можно увеличивать в процессе. Так, смотрите, дошла я до вот этой вот непонятной петли. Эту я зря тогда провязала. Я ее назад возвращаю. И теперь буду провязывать 2 вместе. Одну петлю я провязываю, подхватываю от кармана, а другую петлю подхватываю от переда и спинки. Провязала 2 вместе, 2 петельки сняла. Снова одну от кармана, другую от переда и спинки. Провязала 2 вместе, сняла. От кармана, от переда и спинки. Провязала, сняла. От кармана, от переда. И так мне нужно сделать 18 раз, если я правильно связала карман. Вот что у нас получается. Видите? Так, вот эту я перекрутила, что ли, или нет. Давайте посмотрим. Главное, чтобы тут не получилось скрещенной. Моя кромочная. Так, скрещенной нет. Как-то оно так легло, как будто бы... Нет, скрещенной нет, все нормально. Я просто вот эту ниточку выведу вот сюда. Я думаю, что должно... Вот, да, получилось. Все, отлично. Я ее потом выведу, и у меня теперь все красивенько. Супер. Ниточку не вывожу, потому что я еще ее не отрезала. Ну, просто посмотрела, она так лежит некрасиво, но когда я ее вот так сюда вывожу, то все сразу ровненько становится. Снова провязываю 2 вместе, вяжу дальше. Подхватываю эту 2 вместе, эту провязываю. Точно так же, как мы вязали с вами, что мы вязали? Ложную кетлевку. Помните, мы делали то же самое. Там провязывали по 2 петельки с 2 спиц. Ну и так я провязываю, пока у меня не закончатся петли кармана. Я тоже только вяжу образец. Ну ничего, успеете, девочки. Если вы немножечко поднажмете, то все успеете. Так, вот еще одна петелька. И последняя. Связали. Готово. Провязали все эти спицы. Мне уже не нужны от кармана. Я их убираю. Ну, давайте посмотрим. Вот такой кармашек у меня получился. Вот эти все равно чуть-чуть скривились. Тоже надо их еще подтянуть. Ну, вот так. Видите, тут у меня дырочка, а тут я уже все закрепила, и мне вот это все-таки вытащу. Закрепила, и мне не надо уже ничего сшивать. Да, как в кетлевке, верно. И заканчиваем наш рядок. Я тут думала каким-то другим цветом резинку связать. Может быть, как раз теперь в резинке этот зеленый цвет и пустить? Так, все, связала я до конца ряда. Все, связала я полностью спинку, вперед, карман, все вместе. Тут еще обвяжу резиночкой, покажу тоже, как я это делаю. Ну, вот что-то такое у меня
получилось такой красоты. Не знаю, красиво, некрасиво, но что-то такое у меня получилось. Я думаю, понятно по тому, как это все вязать. Дальше у меня идет резиночка. Резиночку какую же мне связать, каким цветом? Может быть, теперь тут пустить как раз зеленый цвет по низу или продолжить этим цветом, или такого цвета у меня уже нет, я его извязала полностью. Очень красиво, ну, спасибо, девочки. Ну, такое веселенькое что-то получилось, но в спокойных тонах. Может быть, правда мне зеленую резинку сделать здесь? И по рукавам пущу, например, вот тут зеленые полосочки, и рукав свяжу вот таким цветом. И у меня будет резинка зеленая, и тут полосочки зеленые. Давайте попробуем. Если мне не понравится, я опять это все дело перевяжу. Ничего страшного, я думаю, нет. Правильно? Поэтому беру я свой зеленый цвет. Давайте зеленым. Беру я опять свой зеленый. Сейчас я тут у меня какие-то узелки на нем непонятные. Все эти узелки уберу. Все, все, узелки убрала. Манжеты зеленые, но не знаю, мне наоборот хочется, чтобы разного цвета. Ну, посмотрим. В принципе, посмотрим. Эту тоже я пока ниточку не буду отрезать. Ну, хотя это уже может. Ну, давайте не буду. Я все-таки за то, чтобы отрезать в последний самый момент. Я переживаю, что вдруг я что-то там где-то забыла, не увидела, не сделала. Отрезать все время боюсь. Поэтому пусть лучше у меня будет ниточка еще не отрезанная. Дальше я вяжу резинку 1 на 1. Ну, там, не знаю, вы вяжете свою 2 на 2, 3 на 3, хоть 10 на 10. Самое главное, чтобы она у вас поместилась, раппорт вашей резинки поместился в... Так, подождите. Еще рядок я провяжу или нет? Наверное, лицевыми я провяжу еще один ряд. Давайте так. Еще один ряд провяжу лицевыми зеленым цветом, чтобы у меня не было вот таких вот изнаночных другого цвета. Тогда будет лучше. Главное, чтобы раппорт вашей резинки помещался в количество петель ваши по кругу. Провяжу просто лицевыми, и тогда уже в следующем ряду начну резинку, и она будет у меня тогда чисто зеленая. А так иначе будет виден переход от одного цвета к другому. Чтоб карман выделялся зеленым, да, и можно потом и карман обвязать, ну, карман можно светленьким тоже. Ну, в общем, это такое, знаете, как у меня там, не знаю, творческий полет пойдет, как я решу. Интересно вязать, когда нет какой-то определенной схемы в цветовой гамме, чтобы там какую-то сразу для себя сделать рисунок какой-то. У меня такого ничего нет, то есть я вяжу по ходу дела, придумываю. Это интересно, такой новый опыт получается. И капюшон зеленым. На капюшон у меня не хватит зеленого цвета, к сожалению, поэтому капюшон будет вот таким вот скучненьким, сероватеньким. Здесь смотрите, как получилось, да, 3 цвета. Такой бежевый, серовато-бежевый и зеленый. Интересно. Ну, оставим. Оставим. Сейчас я свяжу, хочу связать рядок. Не успели мы сегодня разобрать сложные моменты. Ну, ладно, ничего страшного. Оставим это на завтра, может быть, там на рукава у нас немного расчетов. Вот. Хочу связать все-таки один рядок резинкой, чтобы и вам показать, и вы посмотрели, и поняли, как дальше вязать. Я так всегда без схемы по цветам почти вяжу. Нет, ну, я стараюсь все-таки заранее нарисовать, хотя бы в голове, чтобы у меня было понимание. Вот, помните, да, что делать, когда у вас произошла смена цвета, и если вы сейчас дальше начнете вязать зеленым, у вас тут будет ступенька. Вот, чтобы не было ступеньки, мы маркер снимаем. Петлю вот первую, которая была в предыдущем ряду, мы просто переснимаем со спицы на спицу. Дальше маркер снова надеваем. Теперь начало ряда у нас здесь. И дальше продолжаем вязать. Эту петельку мы не провязываем. Вот я вяжу лицевую, изнаночную. И теперь у меня здесь, видите,
Сейчас чуть-чуть провяжу, покажу. Теперь у меня здесь получилось, что вот эти изнаночные, они у меня тоже зелененькие, и резинка у меня будет как раз полностью зелененькая. Капюшон белую окантовку и будет веселый. Да, вот точно на капюшон можно белую окантовку. Завязка зеленая. Завязку, да, можно зеленую. О, девочки, вы мне помогаете. У меня зеленого небольшой клубочек. Ну вот я думаю, что на резинку хватит, на там тоненькие полосочки на рукаве хватит. Вот. И что-то может быть еще. Вот, например, как вы говорите, завязочку зеленую. Можно по краю капюшона пустить светлую полоску, и будет не скучно, да. Вот тоже так думаю. Карман прикольный получился. Пошла спать. У нас уже 12 ночи. Спокойной ночи вам. Сашенька, спасибо за эфир. Всем доброго времени суток. Спокойной ночи. Так, сейчас еще что там наверху. Ага, это я прочитала. Сейчас провяжу все-таки один рядок, закончу и переверну камеру. Ну и, в принципе, как бы все. Сложные моменты тогда, может, мы разберем, не знаю, когда. Когда разберем сложные моменты? Может быть, сегодня? Или уже нет? Ага, все молчат. Ну вот, я уже почти довязала. Дошла до подрезов. О, поздравляю! Если вы дошли до подрезов, это очень хорошо. Это значит, уже 1/3 готова. Так как у нас только 2-я неделя началась, то я думаю, что вы 100% успеете. Тем более на 1-й неделе мы раскачивались, то образцы вязали, то пряжу там кто-то ждал еще, пока она не доехала. Ну, в общем, 1-я неделя, она такая наполовину рабочая получается. 2-я, 3-я — это прям вот самые активные недели. Так, вот у меня изнаночная петелька. Дальше у меня маркер, переснимаю и лицевая. И пошла я вязать свою резинку дальше по кругу. Вот она у меня такая получается. Здесь эти дырочки, ничего страшного. Мы это все потом завяжем, уберем, подтянем. Так, давайте посмотрим, что у меня тут получилось с этим зеленым цветом. Как оно смотрится. Вот так. Ну, даже неплохо, девочки. Мне даже как-то и понравилось. И вот мой такой странный кармашек. Малипусечка. Так, переворачиваю камеру и будем с вами общаться, прощаться. Посмотрим сейчас, чем заняться. Так, чуть пониже. Так, нормально. Сейчас почитаю, что вы пишете. Ага, вот она я. Фух, карман готов, все хорошо. Так. Я тоже до подрезов, отлично. Если ты не устала, то сегодня, сегодня, сегодня. Если убавки по карману в каждом 3-м ряду, то прихватить к телу не получится. Прихватываем... Ой, сейчас я тут поправлю, а то я как-то наполовину. Прихватываем тогда в лицевых только рядах, а в изнаночных делаете свои убавки. Ну, без разницы. Я говорила об этом вот в начале, что прихватывание, давайте их так назовем, прихватывание и убавки, они, в принципе, могут независимо друг от друга быть, не обязательно их соединять в одном ряду. Я низко вяжу карман с тобой вместе сейчас, он огромный. Ага. Может, в дневном эфире уделить побольше внимания сложным моментам, чтобы все девочки смогли позадавать вопросы? Можно, да. Скажите, бока кармана можно привязывать сразу с основным полотном, так как последний ряд кармана? Бока... Ну, так мы сейчас это и сделали.
Или я вопрос не поняла? Саша, я забыла заметить спицы после ростка заменить. Спицы после ростка перевязывать не хочу, на расчеты полетели. Ну, блин, вы много уже связали? Мне кажется, проще все-таки перевязать. Либо тогда с новой плотностью делайте новые расчеты, там смотрите, какой у вас второй этап будет, третий этап в погоне. Как-то у вас, возможно, все по-другому будет. Давайте все-таки сложные моменты рассмотрим в каком-нибудь другом эфире. Завтра будут расчеты рукава. В принципе, они не очень сложные. И, может быть, завтра тогда я это все расскажу. Сегодня как-то мы подольше вязали. Еще раз покажу вам свой карманчик, свое худи такое вот страшненько красивое, такое малипусечное, что-то непонятное. Ну, главное, что я показываю вам принцип завтра после рукава. И главное, что я показываю вам принцип, а уже связать можно, я думаю, со своими размерами более красиво. Завтра после рукава уже подрезы сделала. И ширина изделия слишком маленькая, да, получилась, либо слишком какая. Если ширина изделия устраивает и ширина рукава устраивает, ну тогда ничего страшного. Круто, все, спасибо. Спасибо, девочки. Ну, вроде все. Что хотелось еще сказать? Еще раз, я вот вчера, худи милая, спасибо, девочки, я вчера еще вот в прямом эфире говорила, и еще раз хочу вам сказать, что, пожалуйста, не думайте о том, что вы чего-то не сможете, что у вас что-то не получается, что вы там не такая, что вы недостаточно умная и так далее. Верьте в свои силы и делайте все за мной, повторяйте, все получится 100%. Я стала получать сообщения, что вдохновили меня вчерашние ваши слова, ну, то есть девочек вдохновили мои вчерашние слова, и девочки начали там конкретно побыстрее вязать и стараться все успеть, стараться правильно все сделать и не подвести меня, ну, и, естественно, себя тоже. Вот я желаю вам, чтобы дальше у вас все так складывалось, чтобы вы не смотрели на то, кто там уже связал, у кого там уже готовы рукава или не рукава, там что у кого готово. Есть девочки, которые уже связали худи, что там готово у кого-то карманы. На это не смотрите. Тоже в чате вижу иногда проскакивают сообщения по поводу того, что ой, вы уже вяжете, а я только образец. Ой, вы уже расчеты сделали, а ко мне там только пряжа приехала. Ну вот что-то в таком духе. Вот. И учтите, что это не значит, что если кто-то уже связал карман, то, скорее всего, вы не успеете или вы чем-то хуже. Впереди у нас еще, ну, почти 2 недели, 1,5 так точно, и за 1,5 недели можно спокойно связать даже 2 изделия. Помните, что на первой неделе мы сначала с вами снимали мерки, рисовали выкройку, вязали образец, делали расчеты, и это у нас растянулось на несколько дней. То есть, по сути, на вязание, на работу в нашем интенсиве, ну вот буквально прошло, может быть, там неделя, а то и меньше, может быть, даже дней 6-5 прошло. И по сути за 5-6 дней вы хотите уже связать до кармана изделия, ну как бы это возможно, но это не обязательно делать. Вы все успеете, все у вас получится. 1,000,000% даю, если вы потихоньку каждый день будете уделять внимание своему вязанию, ну там хотя бы часик небольшой, то вы успеете. Если даже так случилось, что вы чего-то не успеваете, то тоже корову вы не проигрываете, плохого в этом ничего нет. Вы просто продолжите после интенсива свое вязание. Самое главное, что я рядом, вам все помогу, подскажу, расчеты ваши я проверила, и, скорее всего, у вас все получится. Ну, то есть не обязательно стремиться прям вот за всеми, и, ну, я не люблю такое, когда девочки начинают там бросать семью, бросать детей, бросать, перестать заниматься домом, лишь бы успеть. Это влияет и на ваше здоровье тоже, поэтому в первую очередь вы, во вторую очередь ваша семья, работа.
а потом уже интенсив, худи и так далее. Только я могу все это перечеркнуть и заниматься только вашими домашками. Ну, потому что иначе я не могу. Во-первых, это мой выбор, это я организовала, это моя ответственность. Во-вторых, я просто не смогу сидеть, там на диване и заниматься там какой-нибудь ерундой, когда в это время знаю, что девочки ждут проверку. Вот, поэтому я все равно и днем, и ночью проверяю ваши домашки, либо занимаюсь какой-то своей другой работой. Так что не унываем, вяжем, не смотрим на других. Другие вас должны только подстегивать своей работой, только вдохновлять. Если вам кажется, что из-за того, что многие уже там связали целую кучу, и вам кажется, что вы там последняя лошара, которая не может что-то связать. Значит, закрываем чат, не читаем чат, садимся и вяжем. И впереди очень много еще времени. В крайнем случае, значит, не будете вязать капюшон, значит, остановитесь на том, что есть, если хотите успеть. Кстати, уже буду на следующей неделе рассказывать про наших спонсоров. У нас очень крутые подарки. Спонсоры добавляются до сих пор. Я в восторге полном. Я вам завидую, девочки, что вы будете участвовать в таком классном розыгрыше, таких классных подарков. Вот. И я очень-очень-очень рада, что такие крутые магазинчики принимают участие в нашем интенсиве и будут дарить вам подарки. Читаю. Получилась худечка, вот, на маленького хулиганчика, точно. Саша, что за худи? Мы вяжем вместе с вами в интенсиве худи, спицами, естественно, крючком я не вяжу. У меня на страничке есть фотография зеленого худи полосатого, я там в нем с разных сторон, можете посмотреть. Ширина норма, вот длина уменьшилась. Если ширина норм, тогда, значит, просто увеличиваете длину и все в порядке. Как оно выглядит? Худи — это толстовка с карманом кенгуру и с капюшоном, может быть без кармана, но обязательно капюшон, потому что от слова худ английского капюшон. Но мы вяжем худи без капюшона, мы не ограничиваем себя. Худи — это свитер с капюшоном, да, вот девочки пояснили, спасибо вам. У меня тоже расчеты немного полетели, но в пределах разумного, только ряды изменились, я дальше рассчитываю после подреза длину по новой плотности. Вот это хорошо. Так, спасибо, Кристина, пересчитаю количество рядов. Да, я думаю, если ширина подходит, значит все нормально. Худи бывает и без капюшона, скорее это джемпер свободного кроя. Ну, если говорить о том конкретно классическом понимании слова худи, то это вот толстовка с капюшоном, по-другому не скажешь. Если уже какие-то без капюшона, без кармана, с карманом, с замком, без замка, это, естественно, тоже может называться худи, но если говорить вот конкретно, то это капюшон обязательно. Худи от слова худ, вот верно. Какие важные слова об успеваемости. Девочки, подскажите, у меня после третьего этапа рукав пузырем висит. Что делать? После третьего этапа рукав висит пузырем. Возможно, слишком большая ширина рукава, я не знаю. Может быть, дальше вы провяжете, и у вас уже все будет нормально, потому что иногда бывает так, вроде вяжешь реглан, кажется, сидит плохо, но когда все связал, то оно как-то сразу становится все хорошо. Сашенька, какая же ты умничка, не перестаю тобой восхищаться, спасибо за все. Спасибо вам, девочки, тоже. Я писала сегодня посты по поводу того, как я рада, что вы у меня есть, как я радуюсь проверять домашки, как я радуюсь, что вас 400 человек, и я действительно такой руководитель огромного оркестра, который одновременно со мной делает огромную работу. Каждый из вас сейчас сидит дома, вяжет свое изделие. Это так круто. Вот если представить всех вас, 400 домов, вы представляете, 400 домов, это, я не знаю, это как 3 длиннющие улицы, 4 длиннющие улицы, сидят и вяжут вместе со мной. В каждом доме в таком есть девочка, которая сидит и вяжет вместе со мной изделия. Это так круто. То, что вы смотрите мои прямые эфиры, то, что вы смотрите видео на ютубе, но я не знаю, не могу передать словами, как это классно. Я бы хотела, чтобы каждая из вас испытала такие же эмоции. Может, в каких-то других сферах, неважно, я не говорю про то, что вам всем нужно становиться учителями и кого-то обучать, а просто такие эмоции испытать, что это все вот реальность моя. Это очень круто, и я очень-очень каждой из вас благодарна, потому что если бы не было каждой из вас, то не было этих всех 400 человек.
Спасибо за эфир. Какая ты красивая сегодня. Спасибо, Люба. Сашенька, в какой день о капюшоне? Ой, какой день, не знаю. У нас расписание эфира в закрытом профиле. Посмотрите там. Я просто не запоминаю дни. Это будет на 3-й неделе. Привет, Светлана. Обвязку кармана покажете? Да, покажу уже, наверное, там в самом конце. Ура, спонсоры, тем более надо вязать и не сдаваться, так как есть подарки, я еще хочу, понравилось получать, спасибо всем спонсорам. Да, девочки, это хороший стимул вязать, поэтому вяжем, не сдаемся, все у вас получится, вы все молодцы, вы не дуры, не тупые, не какие-то там, знаете, хуже других, вы самые умные девочки, все самые красивые, самые умные у меня собрались, потому что у меня других не бывает. Если вы попали ко мне в команду, значит, вы уже прям идеально на этом месте находитесь. Если закончить вязать худи в срок, вы включите себя в рот. Нет, я не включу. Я не включу. Это будет нечестно. Целая вязальная фабрика. Читала ваш пост, впечатляет количество девочек. 7 секунд осталось. Девочки, все, прощаюсь, до завтра. Завтра всех жду, будем делать расчеты рукава. А домашнее задание скинуть мне фотографию вашего кармана, уже готового связанного. Все, всем пока, до завтра.